Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан больше не может переносить то, через что ему пришлось пройти, и хочет застрелить Хасана. Однако Баран и Кудрет-бей мешают ему. Взяв Хасана из рук Дилана, Хасан заболевает и падает на землю, и Акиф немедленно вызывает скорую помощь. Харун и Ясмин тоже очень счастливы, танцуя после помолвки. Когда Акиф говорит Барану: «Ты нас всех сегодня сильно толкнул», Дилан смотрит на него. Затем, когда он говорит, что Хасана госпитализировали и он все контролирует, Баран говорит, что и мы тоже. Когда Акиф просит его держаться подальше от этого вопроса, Баран говорит, что этот человек убил мою мать, и я не успокоюсь, пока не увижу, что он наказан. Когда Дилан уходит оттуда, Баран следует за ним и просит успокоиться. Дилан взрывается и кричит: «Я не каменный, я человек, я имею право злиться и расстраиваться. Если бы я этого не сделал. Приди, ты бы убил Хасана и стал бы убийцей». Когда Баран говорит: «Ты прав», Дилан говорит: «Я прав. Сколько раз мы с тобой спорили. Сейчас я хочу ошибаться, но это не твоя вина, это моя вина. Почему я любил тебя настолько, что я не мог жить без тебя?» И его глаза наполняются слезами. Баран держит Дилана за руки и ласкает его лицо, они обещают, что никогда не оставят тебя, «Я никогда не буду без тебя, ты не будешь без меня», и они обнимут меня. Пока Ясмин ест помолвочный торт, они смеются, вспоминая, что произошло между Джевдетом и Цеврией, когда Харун сделал предложение руки и сердца. Джевдет просит чего-нибудь выпить, и когда Севрия идет за этим, школьный друг Джевдети Первин настаивает на том, чтобы дать ей свой напиток. Затем, когда она приходит в Цеврии, чтобы купить его себе, когда Цеврия неявно говорит ей держаться подальше от моего мужа, иначе ничего хорошего не произойдет, Первин уходит, не оглядываясь назад. Леди Азади опечалена тем, через что пришлось пройти ее сыновьям, и плачет. Пока я плакала и говорила, что не осознавала, когда Хасану было так плохо, приходит Дилан и Баран. Баран приходит к Мирану, гладит его по голове и говорит: «Мы с твоей мамой всегда будем с тобой, ничто не может нас разлучить», и обнимает Дилана. Пока Ферат и Гуль были на помолвке Харуна и Ясмин, господин Кудрет позвонил ему и сообщил, что Хасан был арестован и находится в больнице. Ферат немедленно попрощался и ушел. Дилан и Баран возвращаются в особняк вместе с Геном Кудретом и Гэжой Азади. Телефон Барана звонит, и он сообщает ему, что операция Хасана продолжается и на месте находится полиция. После того, как Баран вешает трубку, господин Кудрет спрашивает: «Я не хочу, чтобы его собственный брат выходил из операции», и, плача, извиняется перед Бараном и просит прощения. Баран обнимает его, а затем говорит: «Прости меня, папа, если я разбил тебе сердце, прости меня», и они снова обнимаются, плача. Когда приходят Ферат и Гуль, Ферат сразу же обнимает отца и брата и спрашивает, где Гуль Дилан, она тоже очень нервничает, «Позвольте мне пойти к ней». Ферат рассказывает о своем страхе перед тем, что если бы он потерял тебя, когда он только что воссоединился со своим братом и отцом. Дилан говорит: «Пока Миран спал, я сожалею о том, что произошло сегодня, я сделал это, чтобы привести твоего отца в чувство, я должен был это сделать». В этот момент в комнату входит Гуль и обнимает Дилана. Когда Гуль говорит, что Дилан сказал: «Ты даже вытащил пистолет, чтобы остановить Барана», Дилан говорит: «Я понимаю, что могу потерять себя ради Барана». Пока Баран наблюдает за комнатой, приходит Дилан, и как только Баран замечает, обнимает и целует Дилана. Потом он говорит: «Я так испугался, когда увидел, как ты вот так теряешь себя, не делай этого больше». Дилан говорит, что я говорил тебе, что если ты этого не сделаешь, то и я не смогу. Теперь мы едины в жизни и смерти. Когда Баран спрашивает, что я буду с тобой делать, Дилан отвечает, что ты полюбишь его еще больше. После этого они обнимают друг друга и целуются. Гуль и Дилан счастливы и говорят, что отныне они будут жить в мире. Баран говорит, что отныне мы будем едины как семья, между нами нет никаких секретов, то же самое я сказал Джихану.
Когда Баран получает на свой телефон сообщение о том, что операция прошла хорошо и опасности для его жизни нет, он говорит, что если бы господин Кудрет умер, мы бы все были спасены. Мисс Азади идет в свою комнату и говорит: «Дай Бог ей мира». Баран говорит, что лучше бы он умер вот так, его бы спасли, он должен понести наказание, о нем заботятся адвокаты. Джевдет очень зол, узнав, что его отец сеет веяние убийца и выражает свой гнев. Когда он извиняется перед Харуном и Ясмин, Харун говорит, что это за разговоры, наша печаль. Дядя Кинан говорит, что наше счастье одинаково, как и наша печаль. Баран и Дилан Ферат и Дилан сидят вместе и приятно беседуют, а затем Ферат и Гуль просят разрешения пойти в свои комнаты. Пока Беран продолжает разговор с Диланом, Беран говорит: «Думаю, я совершил ошибку, научив тебя пользоваться оружием. Я не могу доверять тебе, я не могу доверять этой твоей девчонке». Когда Дилан говорит, что я забыл свой пистолет внутри и вернулся с ним, Беран говорит, что моей даме не нужен пистолет, чтобы застрелить меня, она все равно делает это глазами, ласкает свое лицо, и ей это нравится. Когда Ферат смотрит на Гуль, пока она говорит, Гуль спрашивает, что случилось. Он говорит Ферату Гулю: «Я помню, как ты изменил мою жизнь, без тебя я не был бы хорошим человеком», и они обнимаются. Баран берет Мирана на руки и говорит, что расскажет ему о любви корабейского принца и принцессы. Дилан говорит, что мне очень любопытно. Они рассказывают о том плохом, через что им пришлось пройти, и о том, как они черпают силы друг от друга и от своей любви. Пока они вместе сидели на кровати, Дилан ласкал лицо Барана и сказал: «Мой принц сказал мне, что когда он целует самую красивую часть дня, на его лице вырастают розы, и целует Барана в губы». Затем он спрашивает Барана, готовы ли розы. Баран говорит, что с тех пор, как розы закончились, каким розарием он стал. Когда Баран проснулся и не увидел Дилана, Дилан в это время подошел и спросил: «Ты испугался, когда не увидел меня?» Когда Баран говорит: «Конечно, наша свекровь ходит по улицам Стамбула с пистолетом в руке», Дилан говорит: «Я не возьму в руки пистолет, если только мой дорогой муж и обстоятельства не заставят меня это сделать». Так точка. Хотя Гэже Азади нравится фотография, на которой господин Кудрет, госпожа Айтен и Баран вместе, господин Кудрет спрашивает: «Как дела, с тобой все в порядке, мама?» Госпожа Азади говорит: «Я устала, сынок, очень трудно переварить то, что произошло. Я видела Айтен во сне прошлой ночью, я молчала, мне было стыдно, она просто улыбалась, она все равно всегда смеялась, я не знаю. Я не знаю, играет ли она в игры с моим разумом». Он говорит: «Я много мучил своих близких, сам того не зная. Я хочу быть полезным своим близким, прежде чем умру. Я не знаю как, но мой Господь покажет мне, и я сделаю то, что смогу. Придется сделать, когда придет день». Баран сказал: «Я держал ее в комнате Мирана и немного принуждал твою мать. Если бы не она, вероятно, случились бы плохие вещи. Она слушает нас и улыбается всей своей красотой. Я прошу прощения у тебя, моя дорогой, как отец моей жены и как мой сын, я всегда буду с тобой». Дилан слушает эти разговоры по радио. Когда господин Кинан спрашивает: «Давайте уточним дату свадьбы Ясмин и Харуна, чем вы занимались по дому?» Харун отвечает: «Посмотрим». Мистер Кинан спрашивает: «Так у тебя нет дома, сынок?» Харун объясняет, что этот дом – дом моей матери, и мы подумали, что переедем в другой дом с Ясмин. Джевдет и Цеврии встают из-за стола и идут в ресторан. Беран приходит к Дилан, говорит слова любви, держит ее за руку, и они вместе выходят из комнаты. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.